Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 12 по 14 сентября 2021 года. Это время растущей луны в знаке Стрелец, время московское. Ну а мы живем в городе Измаил, и это юг Украины и юг Одесской области. А составляем по московскому времени, так как это международная практика и очень удобно любому жителю планеты по московскому времени определить с помощью интернета свой часовой пояс и свое время. Начнем с дней, которые предваряют именно нахождение Луны, растущей Луны в знаке Стрелец. Это время Скорпиона. Что можно сделать? 11-го особый день, и этот день весь будет находиться Луна в знаке Скорпион. Что можно делать? Можно сеять семена редиса, зелень различную. Это все в теплицах, сидираты в теплицах, в открытом грунте, там, где тепло. Можно высаживать рассаду, овощные, цветочные растения, все, что у вас есть. Кто-то в теплице меня спрашивает, да, высаживайте, очень хорошее время. В саду поливы и подкормки очень актуальны там, где нету дождей. А подкормки готовим растения к зимовке, к тому, чтобы древесина созрела. Поэтому обязательно подкормки, калий и кремний. Ну и очень важная новая рубрика, снова же благодаря вашим просьбам, это цветы. Отдельно цветы и комнатные цветы. Это два вида работ, и это отдельная работа в открытом грунте и в закрытом. Поэтому цветы в Скорпионе можно высаживать рассаду двулетников, многолетников. Ну, естественно, поливать, подкармливать там, где есть необходимость. Это хризантемы, те, которые уже цветут и собираются цвести. Для комнатных цветов очень важно поливы, подкормки. И вот можно пересаживать, высаживать, перевалку проводить. Все вот эти работы можно делать в Скорпионе 11 сентября. Поливы эффективны для всех растений, подкормки эффективны. А вот то, что нельзя делать, это сбор урожая для длительного хранения, то есть для переработки. Если вам нужно собрать для того, чтобы что-то на стол приготовить или съесть на десерт, это можно, а вот для длительного хранения мы это не делаем. Не собираем также лекарственные растения, потому что качество лекарственных растений, это ягоды в основном, сейчас шиповник, они будут не того качества, которое нужно для лечебных целей и для профилактики, для здоровья. Собирать семена тоже в это время нельзя. Заготовки, естественно, и закладка на хранение тоже не делается, потому что это время, когда очень много в плодах, ягодах, в растении, во всех клеточках очень много воды. Ну, а теперь идем к 12-е. 12-е, оно очень интересно тем, потому что у нас с утра будет время Скорпиона, а затем в 11:36 Луна перейдет в знак Стрелец. Ну и всегда перед переходом в другой знак Луна отдыхает. Поэтому у нас утром Луна без курса с 8 часов 35 минут до 11:35 до момента перехода в знак Стрелец. Здесь никаких посевов уже не проводим и рассаду тоже не высаживаем. Видите, у нас нету сейчас, вот, казалось бы, Скорпион, но 12 сентября нету возможности сделать вот эту работу, которую мы могли сделать 11-го, предваряя этот день. Я теперь понимаю ваши заявки, почему вы хотите, чтобы видеть всю картину. Это очень хорошо. Мне самой, кстати, благодарю, очень удобно, и Александру планировать свои работы теперь вот благодаря вашим заявкам на агрогороскопы. Идем дальше. Сад. Сад, естественно, с утра можно только защищать от вредителей и болезней. И до вечера, кстати. Здесь других работ не проводим. Единственное, что можете рано утром полить, но эффекта от этого полива не будет. Чуть-чуть позже это сделаете. Цветы в открытом грунте. Очень хорошо в Стрельце, кстати, собирать семена.
и нарезать зимние букеты. Вот здесь очень хорошо эти работы пойдут. И обрезка. Я здесь не вместилась. Можете обрезать там, где сухие цветоносы уже, сухие листики. Это все можно уже делать 12 сентября. Ну и комнатные цветы 12 сентября, кроме защиты от вредителей и болезней, ничего не делаем. Кстати, поливы бесполезные в знаке стихии огня, а это стрелец, как раз знак стихии огня. И подкормки даже опасны, поэтому не проводим. Зато смотрите, какие сейчас важные дела начинаются 12 с 12 часов дня. То, что нельзя было делать в Скорпионе, когда много воды было в листиках, в плодах, в ягодах, в растении, вот с 12 часов дня, 12 сентября, можно копать картофель, лук, различные собирать плоды в саду, ягоды, можно копать свеклу, морковь. Вот это все очень хорошо. Кстати, лекарственные растения тоже, все части лекарственных растений собираем, те, что созрели и нужны нам для лечения, для чаев, но эти части находятся над землей, выше земли. Корни в это время уже неэффективно собирать. У нас это уже время растущей луны, и все очень полезные, все питательные вещества находятся в верхней части растений. Сбор семян очень хорошо в стрельце. Собираете любые семена с любых растений. Любые заготовки в это время на длительное хранение. И закладка овощей, плодов на хранение после 12 часов дня, напоминаю, 12 сентября. Идем дальше. 13 сентября это стрелец. Но здесь вот у нас переход с первой во вторую фазу в 23 часа 41 минуту. Поэтому до 11 часов вы можете сидираты посеять. Это единственное, что можно сделать. Почему? Потому что 23 часа 41 минута, это плюс-минус 12 часов, это время, когда вот этот стрессовая ситуация находится, Земля в этом стрессе и в сложной ситуации. Это маленькое новолуние, это маленькое полнолуние, вот это переход. Поэтому в это время у нас вот чистое время продуктивное до 11 часов можете посеять семена сидиратов, любых в стрельце. Ну а для рассады, естественно, не выделяем время, не высаживаем, потому что это стрелец, не имеет значения даже в какой фазе это находится, потому что очень плохо развивается корневая система. И будущего у этих растений нет. Оно есть, но оно никакое. Если цветочек, то пару цветочков. Если какие-то плоды и растение будет плохо развиваться, одну-две ягодки получать, и потом растение чахнет, нет смысла вот это делать. Поэтому рассады пропускаем. В саду по-прежнему очень актуальна защита от вредителей и болезней. Эту работу выполняем. А вот цветочки вот продолжаем. Если не собрали семена, собирайте семена. Там, где созрели, нарезайте зимние букетики, очень хорошо зимой использовать их. Ну и обрезайте сухие части растений. Для комнатных цветов актуальна только защита от вредителей и болезней. Поливы в дни стихии огня бесполезны, подкормки опасны. Можно собирать, зато вот собирать, продолжать урожай картофеля, лука, свеклы, моркови, плодов различных ягод. Все, что у вас зелени, все, что созрело, собирайте. Ну, естественно, можно это заготавливать, перерабатывать. Также очень хорошо собирать в это время лекарственные растения, а именно ягоды различные, шиповник. Любые семена в это время хорошо собирать, любые заготовки и закладка овощей на хранение. Ну и вот 14 у нас очень интересное сентября. Оно у нас разделено на две части. Я его вот таким образом выделила и, видите, вывела вот эту часть. Вот именно 14. Вот мы его сейчас наведем, чтобы было более четко видно вот этот период. Смотрите, 14 с 0 часов и до 14 часов 34 минут
время Стрельца. А с 14 часов до 14:34 это луна без курса. Поэтому тут можно до 14 часов посеять семена сидератов. Но я лучше бы уже перенесла это на вечернее время или послеобеденное время. Ну вот, если вдруг у вас много работы будет по Козерогу, поэтому можете вот это сделать. Рассаду, естественно, не высаживают. Но зато с 15 часов наступает вот это замечательное время, продуктивное время Козерога. Растущая луна, замечательный период для посадки. Смотрите, сад. Начнем с сада. Что можно высаживать? Саженцы садовых растений. Называю все плодовые, ягодные, хвойные, декоративные, цветочные. Все растения, которые у вас уже с открытой корневой, закрытой корневой системой, вот это при погодных благоприятных условиях можно высаживать. Это с 15 часов 14 сентября. Далее, что можно делать? Еще можно с 15 часов посевы. Я сразу же это время хочу все работы назвать. Сидераты, зеленые культуры в теплицах. Кстати, очень хорошо, это растущая луна, и, пожалуйста, не перепутайте чеснок и лук на зелень. Растущая луна уже вторая фаза. Здесь лук и чеснок на луковицу не получится. Пожалуйста, не делайте ошибок и потом не ломайте себе руки, что вы вот не то услышали или не так поняли. Только на зелень. Растущая луна во второй фазе. Это можно сеять после 15 часов. Высаживайте любые овощные и цветочные растения. Абсолютно все можно высаживать. Далее с 15 часов можно поливать, подкармливать растения. Это садовые растения, мы продолжаем. И, кстати, овощные, если у вас в теплицах что-то есть, поливайте, подкармливайте. Подкормки в саду тоже для подготовки к зиме. Это калий и кремний, очень важные подкормки. Нарезаем череночки, черенки и укореняем черенки. А также можно высаживать рассаду клубники, земляники. Те, кто запланировал, высаживайте. Очень хорошо в это время проводить вот эти работы. Как видите, вот после 15 часов вот садовые растения и овощные, рассада, ну здесь практически всему включен зеленый цвет. Работайте, высаживайте, высевайте все, что вам нужно. Делайте и помните, что это растущая луна. Цветы, открытый грунт. Вот здесь как раз многие спрашивают, когда мелколуковичные высаживать. Пожалуйста, высаживайте вот эти весенние луковичные цветы. Там, где холодно, уже можно и другие луковичные высаживать. Можно делить и высаживать пионы, ландыши, другие какие-то цветы, которые у вас уже подготовлены. Очень много сейчас различных цветов. Можете делить их, пересаживать, высаживать. Обрезайте цветоносы. И другие работы с цветами, там что нужно, какие-то сухие листики, все это делайте. Но, естественно, если нужно защиту провести, это тоже делайте. Это цветы открытый грунт. Далее комнатные цветы, знаю, что ждете. Черенки нарезаем в это время после 15 часов, 14 сентября. После 15 часов нарезаем череночки комнатных растений, укореняем. Можно в это время, когда уже готовы, укоренились ваши черенки, маленькие саженцы, рассады уже, высаживайте, пересаживайте, перевалку делайте. Все это очень хорошо в это время. Поливайте. А вот цветущие и как раз начинающие цвести, подкормочки обязательно им дайте. Сейчас калий, фосфор, магний очень нужны. Далее обрезку можете проводить в это время цветов комнатных. Ну, нужно что-то где-то обрезать. Можно спокойно это делать. Ну и защита от вредителей болезней. Заносите уже из сада, кто еще не занес растения,
через защиту, только через защиту, тогда уже полностью подготовленные растения, проверено, тогда заносите в дом, чтобы не было, как в прошлые годы, у вас вот эти растения заражают ваши домашние комнатные цветы, и вы затем не знаете, что делать с этими белоокрылками, паутиными клещами и другими вредителями. Это что касается комнатных цветов. Идем дальше. После 15 часов 14 сентября поливы эффективны и до конца суток. Подкормки эффективны с 15 часов. Вечером подкармливаетесь. Садовые, овощные растения в теплицах. То, что у вас растет и требует подкормок, пожалуйста, с 15 часов очень хорошо. И дни Козерога. Замечательное время для того, чтобы собирать урожай картофеля, свеклы, моркови, лука, плодов, ягод, все, что у вас созрело. Очень хорошо в это время собирать грибы, кстати. Очень хорошо получается потом заготовка с них и хорошо хранятся. И, естественно, квашение очень вкусное. Это для тех, кто грибами интересуется. Очень хорошо в это время, в этот день собирать ягоды, шиповник. Это можно делать до конца 14 сентября. Любые семена в это время также собираем. Ну и с 15 часов, это для тех, кто уже ожидает это время, капуста уже собрана. И можно, кстати, и резать капусту в этот же день, в это время, свеженькую капусту. Квашение капусты после 15 часов. Квашение яблок, арбузов. Ну вот все, что грибов, что у вас есть для квашения. Очень хорошее время с 15 часов 14 сентября. Любые заготовки тоже очень хорошо получится, будут храниться. И красивого цвета и качества получится. И, естественно, закладывайте на хранение овощи, плоды, ягоды. Все, что вы решили сохранить для длительного хранения на зиму, на весну и даже часть на следующий год, на лето. Начало лета будет тоже таким же, как было это 2021 года. Поэтому заготовки делайте основательные, фундаментальные для того, чтобы быть с запасом продуктов. Потому что запас продуктов – это очень важно будет для каждой семьи. Ну и в это время очень хорошо, если вы еще не заготовили дрова, тоже напоминаю, дрова обязательно, уголь, потому что уже близятся холода, и они уже не за горами, хотя уже есть во многих регионах уже все, конечно, и снег есть, и морозы. Но те, кто в теплых регионах, у нас чуть-чуть потеплело, но помните, что погода будет прыгучей и будут резкие вот эти перемены температур, и не оставляйте в долгий ящик вот эти все дела. На потом не оставляйте. Ну что ж, Раиса Гриченко, Александр Волик сегодня подготовили вот этот агрогороскоп для вас, чтобы вы подготовились к этому периоду, который очень многие ждали уже и спрашивали, когда же саженцы высаживать, когда клубнику. Вот это все, и, кстати, и тут и клубника, земляника, все вот очень хорошо с 15 часов 14 сентября. Ну а в следующем агрогороскопе мы продолжим наш рассказ и обзор тех дел, которые нужно делать в Козероге и в какое время этот период завершится. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья и благодатной осени.